Всем привет, с вами Костян. Мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня напротив парка развлечений, да или просто парка отдыха, мы заскочили в ресторанчик с ракушками. Ок, по-вьетнамски ракушки. Здесь не только они, но в основном сегодня попробуем их, потому что у них много разных соусов. Просто так их, вы знаете, я не очень люблю. Если на пару вкусная рыба, то ракушки лучше под качественным соусом. А вот и проверим. Это жесткая смесь, вообще капец, они остроты не пожалели. Пускай настаивается. Ракухи у нас будут следующие, а начнем с не ракушечного, потому что здесь тоже есть что попробовать, а именно осьминожий. Вот такой вот салат в огромном количестве подлива я еще не встречал. И затем креветки под тоже их каким-то фирменным соусом. Что мне здесь нравится? Все в огромном количестве разных соусов. Помимо того, что они сами по себе у тебя здесь есть, так они еще и навалены. Обслуживание, надо сказать, моментальное. Мы снимали, ну, наверное, минутки 3-4 вступления, и когда мы пришли, нам уже первые блюда начали подносить. А когда мы здесь с Ромой уже приготовили и установили, у нас уже все принесено. Короче говоря, пока не остыло, давайте начинать пробовать. Я схватил первую, Роман хватает вторую, будем пробовать и так далее. Как это вы есть? Вилок нет. Вы уж пардоньте, я, наверное, да, вот так вот это буду делать. Иди сюда. Не измажешься, не поешь. У Романа ровно такая же история. Вкусно. Надо сказать, что они хоть и написано, что под сыром, но больше всего я чувствую все-таки саму креветку. Креветка очень неплохая, свежая, хорошая. Единственное, что мне, ну, пока что не очень понятно и приятно, это, конечно же, как ее выковыривать. Может быть, они, конечно, все это делают несколько иначе, чем мы. Окей. Но с такой едой салфеток понадобится уйма. Да Господь бы с ним. Главное, что вкусно. Чуть-чуть вот этого сырного нормально подходит. Не заливайте его слишком, как они это делают. Это вкусное блюдо, хорошее, я уверен, Роману тоже понравится. Ромка сейчас что-нибудь скажет по поводу этого. А я быстренько парочку осьминожек. Красиво выглядит, капец красиво. Да, слушай, мне тоже очень понравилось. Во-первых, соус. Сырный соус со вкусом сырного соуса, а не как у них обычно бывает, со вкусом какой-то ерунды. И это очень дополняет креветку. Блин, офигенно. Роман. О! Ого! Мое уважение. Роман, я съел маленький кусочек, я офигел от остроты сейчас. Это очень вкусный, замечательный, свежий, хрустящий осьминог, бэйби-осьминожка. Но здесь остроты, ребята. Нам что-то еще принесли, огурчик свежий принесли. Я могу сказать так, ну-ка рискну вот так, с полноценным бульоном. А этот не такой, нет, острый. Здесь интересная острота. Да. Она тебя нагоняет. Ты сначала жуешь такой, вроде все нормально, все хорошо. Я добренькая, маленькая осьминожка, пришла к тебе, скушай меня.
а потом такой: ха-ха, добро пожаловать в ад. Короче, да, Роман, советую перед тем, как съедать, обмакнуть хорошенько осьминожку в соус. Немного опережая события, хочу сказать, что сегодня прям очень удачное место. Ну и поэтому хочется сказать следующее. Ребята, собрались во Вьетнам, обязательно находите меня в телеге и пишите мне в личные сообщения. Потому что сейчас уже самое время планировать свой отпуск примерно на декабрь, на январь и так далее. Потому что те, кто успевают снять самое хорошее вкусное жилье, самые выгодные цены примерно сейчас, потому что можно уцепить ровно то, что еще свободно. А также, если вам понадобится трансфер, сим-карты, аренда байков, экскурсии, смело пишите, все сделаем. С вас только билеты. Все мои контакты в телеге. Обязательно пишите. Добро пожаловать во Вьетнам. Нам принесли огурчиков свежих. Ну, видимо, чтобы не так остро было. Да. Сказал Костян, обмакнул в другой острый соус. Все нормально. Вот единственное, до чего докопаюсь, клюв не почищен, вы видите. Но в целом осьминожки не крупные, так что должно быть нормально. Роман. Это тоже офигенное блюдо. Во-первых, осьминог хрустящий, хороший, да, классный. И вот этот соус, в котором все лежит, это реально, это мега острота. То есть, если вы не переносите остроту, я вас крайне вам не рекомендую это пробовать, потому что это будет убийство. И он не просто острый, он вкусный, да, кисло-сладенький, прям классный, с хорошим ароматом. Здесь я могу добавить только одно. Это классно, как оно есть. Ничего добавлять, изменять не надо. И ты приехал в экзотическую страну. Тебе положили вот такое экзотическое блюдо. А зачем ты приезжал? А вот за этим ты приезжал. И вот здесь вот иногда, когда мне попадаются настолько классные и вкусные блюда, где я могу сказать: да, черт возьми, ни в одной другой стране мира ты такого не попробуешь. И это кайфово, это здорово. Вот именно за этим сюда приезжаешь. Короче говоря, первые два блюда нас порадовали помимо вкуса еще и свежестью морепродуктов. Наконец-то хотя бы кто-то не из заморозки вынимает их. Они как максимум были просто во льду, а не исключено, что и просто свежие. Так что все здорово, все хорошо. Сейчас мы это все не съедим, но обязательно подгрызем. Ракушки теперь. Меня все не отпускает восхищение предыдущими двумя блюдами. И самое, что ни на есть главное, это особенно их цена. Ребята, это по 70, по 80 тысяч донгов стоят они. За это, ну, просто здорово и молодцы. А следующими у нас, не знаю, тут рапанчики какие-то. Роман, тоже хватай какой-нибудь рапан. Нет, Роман пока по осьминожкам пошел. Давай смотреть. Никаких специальных палочек я не... Ты не видишь, Ром? Нет, я тоже не вижу. Давай выковыривайся, рапанчик. Давай, давай. О, есть. И соус. Ровно как я и говорил. Когда это остро, когда это приправлено хорошо и мощно, тогда ракушки вполне себе съедобные. Сами по себе они никаким особенным вкусом не обладают. А особенно если это кишочка там внутри, ну вы все понимаете, это не особенно. Вот здесь его вынули, почистили, разрезали, засунули обратно, залили соусом и приготовили. Это тот вариант, который мне больше всего нравится. Если захотели ракушки пробовать, если захотели мое мнение по этому поводу узнать, именно вот так вот их надо пробовать. Роман пробует ту, а я быстренько вот эту штуку, снята ли с ноги, не знаю, сейчас узнаем. Да. Здесь острая, а здесь зажаренная, маслянистая, с лучком. А вот эти штуки как семечки. Вот это беспроигрышный вариант. Понравится практически всем, кто не против зажаренного лука. А я думаю, таких людей мало. Хватай опять же. Это здорово и хорошо. Оп.
Ну, вот это немножко суховато. Я скажу так, не зря они все-таки посвящены, этот ресторан посвящен ракушкам. Они на них специализируются, они молодцы, они делают все как нужно. Я не докопаюсь ни до одного из вот этих следующих блюд. Каждый по-своему вкусен. Здесь остренько, есть что пожевать. Естественно, вы понимаете, довольно много мяса. Здесь совершенно другой вкус, и мне он тоже приятен, да, это тем более на гриле, я даже испачкался в обгаринках снизу. Да, здорово. Роман. Вот первые, это как, это рапаны? Ну, типа того, да. Вот мы их много раз заказывали, каждый раз они были супер резиновые, их есть было невозможно. Здесь они как будто бы заранее их промариновали, что ли, потому что они просто стали хрустящие, их приятно жевать. И помимо вкуса ракушки я почувствовал еще и вкус перечного соуса, и они друг друга дополняют, это прям классно. А вторые, вот эти, Держи да, еще одну. они, ну, как бы под стандартным вот этим луковым соусом, но такое ощущение, что их не просто какой-то колхозник приготовил, а как будто бы шеф-повар их готовил. То есть они просто как-то классно получились. Не знаю, вот этот лучок хрустит приятно, и все в целом очень круто. Да. Вот Роман здесь абсолютно прав, потому что шеф, скорее всего, здесь именно что и понимает. Либо разработал рецептуру, либо пока этот ресторанчик новый, он здесь сам и рулит, и готовит. Не знаю, потому что вот именно эти тонкости, когда у тебя ракуха не просто вынута такая и на тебе ее, а вот именно обработка ее, чтобы она была вкусненькая, качественная, чтобы и хрустела нормально, а не резина какая-то сумасшедшая была. Осьминог тому показатель как раз. Я пока не докопаюсь. Сейчас, понятное дело, все скажут, продался, на тебя заказали этот ресторан обзор. Нет, нет, господа, нет, мы выбираем, просто ездим рандомно, и сегодня было ровно так. Мы проезжали, там еще два было морепродуктовых, мы такие, ну давай проедем эту улицу, посмотрим. Остановились в итоге здесь. Вкусно, здорово, недорого, аутентично и замечательно. У нас еще впереди 3 блюда. Как всегда, господа, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает наш канал. Без вашей поддержки, ребят, ну, ничего бы этого не получилось. Вы сами прекрасно знаете, что YouTube ни черта, к сожалению, сейчас не платит. Поддержать канал можно следующим образом. Сделав разовый донат и какое-нибудь сообщение, оно появится в конце, конечно же. И либо подписавшись на Boosty, на Patreon, либо став спонсором на YouTube. Подписка на Boosty, например, начинается от 150 рублей в месяц. При учете того, что мы выпускаем порядка 10 роликов в месяц, 15 рублей за один ролик, на мой взгляд, это очень вкусно проведенный ужин с нашей компанией, например. Так что огромное всем спасибо. Подписывайтесь. Спасибо вам. А это у нас, господа, салат с ракушкой мела. Тот самый салатик, который обычно они, на мой взгляд, готовят неправильно. А именно ракушка нарезается, я хотел сказать, у них очень-очень толсто. А здесь посмотрите. А здесь вот пока что я вижу хорошо. Это вот зеленый манго. Это стружки зеленого манго. Это, как вы понимаете, лучок. Морковка, естественно, да. Да, и вот. Вот. Слушайте, похоже на то, что здесь просто руководит всем этим процессом тот, кто, ну, чуть-чуть... Вот это толстовато. Вот это уже толстовато. Нож соскочил. Да, наверное. А вот это хорошо. Вот такая, ровно такая же стружка, как вот этот вот манго, должна быть и ракушечка. Вот такая она должна быть. Вот, ну вот не такая. Да, здесь чуть-чуть схалявили. Короче говоря, завершая свою мысль, хочу сказать, что здесь, похоже, готовят ровно то же самое, практически, что и в остальных местах можно встретить. Например, да, вот это вот салат. Просто качественно и хорошо приготовлено. Да, вот так надо. Вот так. Для начала просто саму ракушечку. Вот в этом и дело. Мяконькая, слегка хрустящая. Из-за того, что она тоненькая, она полностью успевает промариноваться вот в этом вот обилии соусов, которое здесь, и вкусов, естественно. Ну, давай теперь все вместе. Вот ракуха, манго, лучок и прочее.
да. 100 раз да. В таком огромном количестве мест мы брали этот салат. Я ответственно заявляю, салат с ракушкой мела, который действительно пробовали кучу раз, здесь лучший. Ну просто вопросов нет, он здесь лучше, он приготовлен как должно быть. Ну вы понимаете, о чем я. Ну возьмите селедку под шубой. Вот есть классическая, нормальная, хорошая селедка под шубой. Допустим, там в 3-4 слоя, кто как любит. Но если каждый слой делать майонезом, вот таким вот сантиметровым, ну будет не очень, да? А есть нормальная картошечка, свеколка, значит, селедочка, сверху морковочка и там что-нибудь, ну, слои как угодно вы хотите, располагайте. И чуть-чуть вот ты приправил, лучок там добавил по вкусу и так далее. Вот тогда у тебя все хорошо. Вот здесь все хорошо. Это как должно быть, а не как Бог на душу положил какому-нибудь доморощенному там дядьке или тетке, который вот взял, приготовил. Ром, я такое впечатление, что сегодня сижу, вот знаешь, как должно быть в ресторане, который, ну, типа при отеле, где качественный шеф готовит вот наши аутентичные блюда, он знает, он такой крутой, короче говоря. Вот сегодня, вот сегодня мы здесь сидим. У меня такое впечатление сложилось, что они вот такой красивый внешний вид ресторана сделали, и он соответствует блюдам, потому что зачастую бывает, что вот какой-то новый рестик они пока сюда открыли, поставлю. он красиво сделан, а подают полную херню. А вот здесь и красивый ресторан, и красивые блюда. В общем, нахваливаем, посмотрим, насколько долго они продержатся, потому что на данном этапе все здорово. Не убавить, не прибавить. Как видите, дополнительные соусы нам вообще еще пока не понадобились. Хотя мы их не просили, они просто сами их ставят, да, пожалуйста. Ну, заскучал, если, например, взял вот и вот в этот вот мега острый с перечным черным соусом и окунул. А теперь это мега острый, но немножко лаймовый и черно-перечный осьминожка. Я пока прожую и буду немножко полыхать, а Роман расскажет про салат. Ну, про салат мне есть с чем сравнить, потому что Давай. у меня, когда друг приезжает на зимовку сюда, мы с ним частенько ходим в Крабницу. И в Крабнице я всегда заказываю гребешки и вот салат с мела. Вот ровно такой же салат, но только если сравнивать, блин, в Крабнице такое ощущение, что, знаешь, вот эта бабка-хозяйка мыла пол, ее отвлекли, сказали, у тебя салат заказали, она такая, да вы меня достали уже, взяла из ведра, швырнула тебя в тарелку это все, ты это жрешь. А здесь это вот реально приготовил шеф-повар, который знает, что он делает. Нарезка ингредиентов всегда очень важна. Я миллион раз это говорил. Зачем вот такие шматки этой ракухи класть сюда? Это невкусно. Ребята, это невкусно. Ну, если вам оливье порежут колбасу, не знаю, вот такими кубиками, ну, будет ли это вкусно? Нет. Вот здесь ровно та же самая история. Конечно же, должна быть грамотная, хорошая, качественная нарезка. И здесь она присутствует. Лучок успевает промариноваться, тоненькое мело успевает промариноваться. Все с ней здорово и хорошо. Ну и, конечно же, салат этот остренький. Это просто после предыдущих блюд мы уже не особенно это чувствуем. Но да, имейте в виду. Рецепт есть рецепт, так положено. О! И лучком. Ребят, я сегодня кайфую на обзоре. Сам себе иногда завидуешь. Сегодня не приходится из себя вытаскивать, выдумывать какие-то комплименты или обходные слова. Сегодня все как есть, от души. Давай, Ром, небольшой перерывчик, а то прям вот я сейчас еще остроты съел. И да, и еще ракушки. В этот раз рапаны нам настолько понравились, что мы взяли еще и рапаны под другим соусом. Давайте-ка это тоже попробуем. В двух разных вариантах. Давай, выковыривайся.
Вот. Ну вот молодцы, когда вот так сделано. Ну кайф, соус там имеется. Угу. Соус соленый. Этот не острый. Да, совсем другой. Немножко сладковатый. Это кисло-сладкий. Да? Ром, это классический кисло-сладкий соус. Это ровно то, что подойдет, если хотите вкусно съесть рапанов. Люди черноморские, конечно же, меня сейчас загнобят и скажут: Костян, мы этих рапанов знаем и умеем готовить вообще вот так вот. Я скажу так, если умеете вот так вот их готовить, то вы красавчики, потому что это очень классно и вкусно. Главное, почищено. Вы знаете, я такой слегка брюзга в этом плане. Для меня почистили, очистили от всех кишочек, вкусным, замечательным соусом заложили. Все, что нужно. Ну и чтобы сам качественный продукт был, конечно же, а не замороженное, перемороженное. А здесь качественный, хороший. Вопросов нет. Но согласись, он другой, да? Это вообще другой. Да, ты даже знаешь, я что хотел сказать, то что вот зачастую я там ругаю всех и все блюда и говорю: это говно, это там есть невозможно. Но люди могут подумать: ну ты в такой стране живешь, там так принято. Но получается-то нет, что готовить-то умеют. Просто надо уметь готовить. Если ты ресторан открываешь, ну ты, найми шеф-повара, который знает, что он будет делать. Ты знаешь, вот эта разница, она меня немножко поражает. В том плане, что здесь практически каждый сам себе шеф-повар. То есть очень много семейных ресторанчиков. Очень много ресторанчиков, которые пафосные, крутые, открываются. А вкус оставляет желать лучшего. Тот же самый стритфуд, который тетушка сидит, готовит с утра до вечера, он зачастую намного вкуснее, нежели какой-то пафосный, распиаренный, крутой, всеми огнями светящийся ресторан. Нет, здесь совершенно не загадаешь и не угадаешь, где вот ты найдешь золото, где, знаешь, такой будешь сидеть, ну что ты мне. В курортной зоне вы должны понимать, это отдельная статья, там процентов много, что будет не очень. А вот здесь в Фонтиете даже не знаю. Пока что все очень здорово. Ладно, это очень долго и вкусно и здорово рассуждать. Давайте гребешка. Я попробую куснуть, вроде они с ноги снимают. Снимают. Что-то у меня гребешок растекся. Это не его нормальная консистенция, дайте мне другой. Ну, давайте посмотрим покрупнее. Здесь вроде бы нормальный. Вот он, гребешочек. Ну да, вроде бы все в порядке, вот так. Давайте я его отдельно вот так заценю, потому что тот как-то у меня разбежался вообще не пойми куда. Вот внутри я вижу, что он вроде бы даже слегка сыроват. Должно быть примерно так. Не, ну вот это другое дело. Я понял. Он практически сырой. Поэтому вот той вот волокнистой структуры в нем я не наблюдаю. По-моему, они его вообще не готовили. Это замороженный гребешок, это не свежий. Это единственное, что сегодня я вижу, действительно такое именно из заморозки. Другое было в охлажденке. Окей. Гребешки имеют право на жизнь. Но, скажем так, вот именно это блюдо пробовал я и повкуснее. Как говорится, не без ложечки дегтя. Роман. Здесь отдельный соус у нас уже какой по счету. Но мы так до сих пор ни одним и не пользовались. На самом деле вполне блюда себе самодостаточные. Тоже пару раз. Один вот целиком съешь, а другой потом вот отковыряй, отдельно гребешочек съешь. Держи. Роман очень придирчиво так пол гребешка откусил. Ням-ням. Приценивается. Я скажу так. Это обычный гребешок из заморозки, который засыпали вот этими приправами.
поставили на какую-то подогревающуюся поверхность, либо просто в духовочку и практически не готовили, просто подогрели. Так что он внутри сырой и был из заморозки. Ну, вот я не знаю, из заморозки или нет, но я такого ни разу не пробовал, потому что я специально половину откусил, чтобы почувствовать текстуру его, потому что обычно там волокна, Ну да, ее нет. а здесь, но он и не сырой, но он какой-то как будто кремовый, то есть как будто из него пудинг сделали. Я не знаю, это из заморозки получается таким образом добиться вот этого результата или что? Да. Скорее всего, да. Я не думаю, что это специальный какой-то маринованный гребешок, потому что никакого маринада я в нем не почувствовал. Скорее всего, просто замаринованный гребешок, который, скорее всего, Рома, более того тебе скажу, не принадлежит этим раковинам. То есть вот этот гребешок, вот это пятак, пятачок малюсенький, не принадлежит этим ракушкам. То есть, скорее всего, они купили замороженные вот эти вот гребешки в упаковке, вынимают оттуда, в микроволновке их быстренько разморозили, положили сюда, и вот на тебе. Пожалуй, это единственное, на мой взгляд, неудачное блюдо с точки зрения самого главного в ней ингредиента. Не исключено, что они подают так, чтобы было без песка. Ни одной песчинки нет. Вообще Ты заметил? Нет. У меня такое ощущение, заметил, что да? это как будто бы сделанный кусочек пудинга со вкусом гребешка. То есть как будто это вообще не гребешок, а вот просто кусок пудинга какого-то, и вот желеобразного. Ну, короче говоря, как вы понимаете, это достаточно дискуссионное в данном случае блюдо. Все остальные у нас вопросов не вызывают. Все остальные просто 10, 9 из 10, не меньше точно. Вот здесь дискуссионно. Окей, подведем итог. Одно из лучших открытий за последнее время. Здорово все и вкусно. Даже не хочу вспоминать про этих гребешков, да потому что львиная доля тех блюд, а мы сегодня попробовали все-таки много, очень и очень здорово и выгодно отличается от большинства тех блюд, которые ровно те же самые ты пробуешь просто в других местах. Короче говоря, успейте, пока работают, а я надеюсь, у них ни качество не упадет, ни ценник не повысится, потому что нужно отметить, цены здесь довольно низкие. Короче говоря, welcome во Вьетнам за всякой разной вкуснятиной. Ну а с вами был Константин, для подписчиков Костян. Всем пока. Каждый день бы такие вкусные обзорчики, я б душой отдыхал. Будешь салатик? Держи. А я пока запью. Вообще меня не в ту сторону занесло. Я целиком ешь смело, ну что ты копейничаешь-то? Я б душой отдыхал. Как вовремя я отошел. И бульончиком запей еще.